Всем привет! Сегодня мы покажем самые разные храмы острова Пангана. Увидите китайский, тайский храм, и вы не поверите, нашу православную церковь. Поехали! Вот мы приехали в наше место. Маш, температуру измеряй. Видите, вход в храм 40 бат, а 5 лет назад он был абсолютно бесплатный. Да, Маш? Да, 5 лет назад он был абсолютно бесплатный, никаких билетиков не было. Все основное, что нам интересно, чуть дальше. А в самом начале такой небольшой храмчик. Мы тоже сейчас вам его, конечно же, покажем. Обычно рядом со всеми храмами, которые есть в Таиланде, точнее с большинством, есть специально такие большие вывески, чтобы черным по белому было понятно, вместе еще с рисунками тех, кто не понимает какой-то язык. Там даже очень часто еще на русском языке написано, в чем нужно быть одетым для того, чтобы пройти храм, потому что очень многие все-таки не понимают, что как бы это вера, и что, несмотря на то, что вы приехали в тропический остров, не стоит здесь одевать какие-то супер короткие шорты, какие-то супер короткие открытые топы и иметь какие-то открытые части тела, которые непозволительны для храма. Мы вам этот храм показываем не случайно, потому что мы здесь с Машей были 5 лет назад. Нам он нереально понравился. Он не обычный стандартный тайский храм, а он китайский. И он нереально красивый. Сейчас мы вам как раз покажем, и вы сами в этом убедитесь. Кстати, китайские храмы есть абсолютно везде, и в Таиланде, и вообще во всей Азии, потому что огромное количество китайских туристов путешествует по всей Азии. Как и во всех храмах, нужно снимать обувь. При входе в храм можно поставить вот такие вот благовония. Купить их можно внизу. Смотрите, как красиво внутри. Все, что связано с деньгами, вот он всем заведует. В этот раз у него не на пупке дырка, а вот сбоку. То есть, я так понимаю, нужно где-нибудь вот отсюда вот встать и попытаться закинуть монетку ему вот в то место. Если попадете, то все ваши бизнес-желания будут исполнены. Я так понимаю, храм еще чуть-чуть не до конца достроен. Видите, тут кирпич виден, но он не сильно мешает всему интерьеру, потому что все остальные статуи, конечно, тут нереально красивые. Этот храм был построен с помощью одной женщины, родом из Китая, миссис Малаван. В 1990 году она здесь была, когда еще не было электричества, представляете? То есть в 90-м году здесь не было еще электричества на всем Пангане. И ей с утра пришло видение о том, что нужно здесь построить храм. И она отправилась после этого видения в Бангкок, собрала там деньги, и уже в 1992 году, то есть всего за 2 года, он был построен. Мы двигаемся дальше. Еще видим одну статую Хатэ. Видите, такой прям подъем. Можно отдельно у него что-то попросить. И мы двигаемся дальше к основному сооружению. Тут, конечно, невероятный вид сейчас откроется. Особенно, когда мы поднимемся туда. Там вообще просто что-то с чем-то. А здесь нам предстоит сейчас бить в этот барабан. Маш, загадывай желание и бей. 3 раза. Как-то очень скупо. И дальше, если пройдем, то увидим еще один колокол. Внизу, я так понимаю, обычно идет служба. Видите, там очень много места. Ну и ниже, я так понимаю, живут ламы.
А мы двигаемся дальше наверх, чтобы показать красоту оттуда. Справа такая небольшая красивая беседка. И наверху нас ждет Маша. Смотрите, какая красота открывается отсюда. Видно вон как раз море. Но это еще не самая высокая точка. Самая высокая точка вон еще выше. Сейчас мы туда, конечно же, поднимемся. Смотрите, отличительная особенность китайской культуры являются вот такие вот красивые рисуночки, ну, практически полностью черно-белые, с добавлением там каких-то ярких цветов. Очень красиво. А сейчас мы пройдем внутрь. Смотрите, что меня больше всего удивляет в китайских и тайских храмах, так это вот такая вот анимированная или, как сказать, подсвеченная иконка. То есть это очень необычно. Сейчас пойдем наверх, там нас ждет еще одна большая красота. Вот мы добрались на самую высокую точку этого храмового комплекса. Вид отсюда открывается просто, конечно, нереальный. Я прошел вот буквально несколько метров сбоку, и тут видно, что такой вот есть спуск вниз, небольшой. Далеко не каждому под силу спуститься тут или подняться. Возможно, тут раньше был водопад, потому что прям такое ущелье небольшое. Удивительно, что в интернете написано, будто бы этот храм не несет какой-то особой культурной ценности. Но на самом деле, как по мне, здесь невероятно красиво, потому что этот храм отличается от многих тайских, естественно, потому что у него такие очень красивые цвета, вот этот красный в сочетании с голубым, то есть все такое насыщенное. И, конечно же, здесь невероятно красивая природа, которую вы тоже можете наблюдать. Получается, по сути, что тут тоже такой некий вьюпоинт, где вы можете на полуострова посмотреть. Как по мне, так вот я вижу, если честно, не только красоту храма, но и посмотрите, как отсюда открываются вот не рисовые террасы, а вот прям, не знаю, как гора в виде террасы. Видите, там еще так падает необычно свет, и вот прям как будто такие ступеньки. Просто невероятно так смотришь на это все, и как будто где-то в Новой Зеландии или еще где-то. Невероятная красота. Нам еще и с погодой повезло, поэтому просто можно смотреть с замиранием сердца и дыхания. Конечно же, обилие различных цветов тоже всегда поражает. И это не просто куст, это беседка, украшенная вот этими цветами. И внутри можно посидеть, немножечко отдохнуть, потому что то спускаешься, то поднимаешься, и понаблюдать за этой красотой. Здесь еще вот такой вот интересный камень с какой-то надписью. К сожалению, не знаю, что это значит, но смотрится красиво. За все время, что мы ходили в этом храме, всего один был турист помимо нас, женщина, англоговорящая. Поэтому сейчас идеально для посещения этого храма. Ну и вот такая вот лавочка сувенирная, где можно приобрести какие-нибудь изделия. Мы сейчас поедем дальше смотреть еще один храм, который вам наверняка понравится.
Нас тут встретила сразу собака с тигровой расцветкой. Необычная расцветка. Как раз год тигра. Мы приехали во второй храм. Маша называет его заброшенным. Но заброшенный, скорее всего, вот этот храм, видите, который вообще недостроен. А по другую сторону мы видим такой вполне себе уже тайское что-то. И храм, кстати, открыт. Сейчас туда зайдем. Мне кажется, что вот в том храме, в котором мы только что были, мы чуть спустились, вот видно там его очертания. Можно было по ступенькам спокойно вот пройти до этого храма, спуститься и тут выйти. Если чуть пройти сюда, то можно увидеть, что этот храм вполне себе дееспособный. Все эти оба храма находятся в районе Чалаклам, поэтому можно просто приехать, кому интересно, кто не хочет селиться в Чалакламе, приехать, сразу два храма посмотреть, пляж, и у вас будет представление о районе Чалаклам вполне себе хорошее. Смотрите, за что я безумно люблю буддизм, так это за их классное мировоззрение. Вообще, как бы считается, что буддизм это не столько религия, сколько вот такое учение. И вот здесь вот как раз-таки есть 15 высказываний, которые делают человека счастливым. Например, делай то, что тебе нравится, начинай каждый день с улыбки, заботься о себе, читай что-то новое каждый день и так далее. И вот смотрите, здесь еще есть вот такая вот табличка, где написано 18 жизненных правил. Деятельности всех храмов абсолютно ведутся за счет подношений, и, соответственно, электричество и вода тоже должна быть у них, поэтому мы оставляем им монетку. И здесь написано, что удача. И вот как раз то, о чем я говорил, по этим ступенькам можно пройти, подняться наверх и увидеть тот первый храм, который мы сегодня показывали. А тут посмотрите, какое необычное изваяние. И золотой камень или позолоченный камень, не знаю, как правильно сказать. Очень такие необычные статуи. Ну и вот еще с другого ракурса храм, который недостроенный, он в таком состоянии уже давным-давно. Почему-то его не достраивают. Хотя, по идее, ну вот все готово, буквально там небольшая облицовка и все. Невероятно так, конечно, все смотрится в таких тропиках, где чаще деревьев и прям такие вот глыбы камней позолоченные и статуи стоят. Это прям все выглядит так невероятно, как будто из какого-то фантастического фильма. Мы вам показали китайский храм, тайский храм. И следующим на очереди будет русский храм православный Святого Серафима. О том, что здесь есть еще и православный храм, мы узнали от наших подписчиков, поэтому спасибо вам большое, что нам рассказываете и делитесь информацией. Ну что, поехали?
Вот мы и приехали в храм Серафима, он православный. Сейчас вот сбоку покажу крест. Это прям удивительно увидеть такой храм на таком маленьком острове на территории Таиланда. Нас тут встретила вот эта дружелюбная собака. Только, пожалуйста, не прыгайте на меня. Друзья, на острове Панган есть даже православный храм Святого Серафима. Все дело в том, что здесь на Пангане, как на постоянной основе, так и временно приезжают жить достаточно большое количество именно русскоговорящих людей, верующих, да, для которых, собственно, и был построен храм. В 2016 году была куплена эта земля, и в 2017 году здесь уже весной как раз-таки состоялась первая литургия. Здесь частично хранятся мощи Святого Серафима и Матроны Московской. Храм открыт для прихожан каждый день, и 2 раза в день осуществляется богослужение в 9 часов и в 5 часов. Богослужение совершается на 3 языках. Это церковнославянский, греческий и английский. Мы сейчас поднимаемся, чтобы зайти в храм и показать вам, как внутри все устроено. Храм находится полностью на содержании от пожертвований, поэтому, если вы тут будете, обязательно заходите и купите свечку. На самом деле я сюда лично ехала с тем, что да зачем, достаточно редко захожу в храмы, а что касается буддийских храмов, то захожу исключительно с целью интереса, посмотреть, как в другой религии, как в другой культуре, все вот эти вот традиции, как там совершаются различные обряды и все в таком духе. Но все же рада, что мы сюда заехали, потому что мы поставили свечки. Я поставила всем, кому только можно, чтобы абсолютно везде горели эти свечи. Мне прям очень этого захотелось. Видно там? Коротко о том, как мы снимаем видео. Паша пытается меня снять, собака не дает. Он ему очень уж понравился. Собак. Когда заходишь в храм, чувствуешь, что на тебя кто-то смотрит как будто сверху, благословляет и находится рядом с тобой, чтобы все было хорошо и у тебя, и у твоих близких, потому что все-таки, когда находишься вдалеке от своих родственников, немного волнуешься и таким образом пожелаешь им здоровья и всего самого лучшего. Мы были очень удивлены, что все-таки на острове Панган есть такая церковь. Сегодня был очередной тематический выпуск. Будем рады вашей обратной связи. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!